Всем привет и добро пожаловать на наидобрейший обзор. Сегодня я не по своей воле полезу в малинник верхнего интернета, где уже снят 1001 ролик про Hunter x Hunter. Впрочем, моя точка зрения заметно отличается от устоявшегося фанатского консенсуса, который принято лишь подтверждать, чтобы никого не обидеть. Так что ролик может оказаться интересным. Только учитывайте, что он целиком и полностью состоит из спойлеров, и подразумевается, что вы уже в теме. Помимо этого, я затрону не только первоисточник, как обычно делаю, а сразу 3 инкарнации Хантера. Ведь когда-то давным-давно в далеких-далеких нулевых и десятых смотрел обе экранизации, и все эти годы был свято уверен, что неплохо их запомнил. На практике же приключилась классика жанра. Все хорошее отложилось на подкорку, а существование плохого напрочь стерлось из памяти. По этой причине мы опять займемся ревизионизмом с прогонами о том, как деду все понравилось на релизе, а теперь он вдумчиво перечитал и ужаснулся. Хоть в данном случае все оказалось куда сложнее. Не зря Хантер находится в очень странной позиции. С одной стороны, это необычайно успешный сёнэн из еженедельного Джампа. 84 миллиона копий. Это где-то 25-е место среди манги за всю историю. Нехилое такое достижение. А огромная армия фанатов уверена, что лишь недомогание автора и нерегулярный выход глав помешали ему занять первые строчки и отбить одно из мест в большой тройке. С другой стороны, как тут сокрушался один из моих подписчиков, его знакомый по какой-то неведомой причине котирует невероятно вторичный черный клевер выше, чем Хантера, который классика и его знать надо. Так что спасибо Дмитрию Фатяхову, проспонсировавшему выход данного видео. Без него я бы вряд ли стал спустя десяток лет возвращаться к Хантеру и разбираться во всех хитросплетениях. Не забывайте, что вы тоже можете заказать обзор или докинуть в полоску общих сборов на Бусти. А еще лайки, комменты, да вы и сами все знаете. За что же любят Хантера и почему я сам все эти годы считал автора чертовым гением? Дело в том, что если верить еще одной замечательной манге Бакуман, о мангаках, пишущих все для того же Джампа, безусловно созданной по секретным документам, и каждое слово там правда, существуют два способа писать мангу. Первый — это подход ремесленника, тщательный анализ рынка и планирование с прицелом создать произведение, которое понравится целевой аудитории. А второй — чистое творчество, когда создатель пишет то, что хочется лично ему, ничего заранее не продумывает, а на аудиторию ему плевать с высокой колокольни. Но благодаря таланту и попаданию в нерв, произведение становится хитом. В реальности это все спектр. Ремесленники тоже творят, но стараются оставаться в рамках жанра и интересов аудитории. Творцы же редко пишут сразу на чистовик первое, что придет им в голову. Полагаю, вы уже догадались, что автор Hunter x Hunter относится ко второму типу. И я хочу стать королем пиратов, ведь меня спас Шанкс. И я хочу стать Хокаге, чтобы меня признали в деревне. И я хочу спасти Рукию, которая пожертвовала ради меня. Тем временем в Хантере. Я хочу встретиться с батей-мудаком, который повесил меня на шею подруги детства, ведь работать охотником прикольнее, чем растить собственного сына. А потом вы еще удивляетесь демографическому кризису в Японии, когда в манге сплошное child-free. Но, несмотря на очень сомнительную завязку и мейн-квест, Хантер очаровывал. Ведь ты никогда не знаешь, что героя ждет за следующим поворотом. Викторина, где нет правильного ответа. Монстры-перевертыши, которые играют и злодеев, и жертв. Бег за экзаменатором, кулинарные состязания, преодоление башни, где надо голосовать командой, и поединки с заключенным по различным правилам. Воровство значков друг у друга, а в конце турнир, где будет лишь один выбывший, но убивать противников нельзя. Экзамен на охотников был воплощением авторского подхода. Один непредсказуемый ивент шел за другим, не давая заскучать. Персонажи при таком подходе тоже радовали. Простой как табуретка Гон дополнялся Киллуа, наследником семьи самых известных наемных убийц, который сбежал из дома. Их дружба выглядит настолько органично, насколько это может быть. Я сходу даже не припомню другой похожей химии между мальчишками 12 лет в аниме. С нами Бог. Помните ни слова про Боку но Пику. Курапика с его историей мести создавал нормальный задел для сюжета и драмы, в отличие от поисков бати-мудака.
А Леорио хорошо с ними контрастировал, ведь из квартета он самый обычный, с максимально приземленной целью заработать денег на собственную мечту. И, конечно же, невероятно харизматичный Хисока с его манерными гейскими замашками по отношению к Шото-кунам, главным героям. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. И я уверен, что он не только обеспечил добрую половину всех продаж манги, но и сильно подорвал демографию Японии. Ведь пока Курапика тарапует, Бискит хочет Хисоку, Хисока хочет Гона, а читатели хотят, чтобы его сюжетная ветка наконец пришла хоть к чему-то. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Но оставим жалобы на потом. Персонажи — это реально сильная сторона первой половины Хантера. Скорее всего, лет через 10 вы не вспомните 90% своих одноклассников. Но почти все персонажи Хантера, даже появляющиеся на одну главу, останутся в памяти. Хоть сложно сказать, как бы дела обстояли, если бы я читал только мангу. Потому время поговорить о аниме-адаптациях. Их две. Первая выходила с 99 по 2004, пусть вас не вводят в заблуждение 3 ОВА. По сути, это просто серии все того же аниме, что выходили с опозданием по мере публикации манги, добивая арку Рёдана и охватывая Грид Айленд. А вторая с 2011 по 2013, охватив все арки за исключением Королевской битвы, которая уже более 10 лет в ангоинге, конца которому не видно, хоть не слишком-то и хотелось. О катавасии с нерегулярным выходом глав вам расскажет кто-нибудь другой. Меня же вся эта внутренняя кухня не слишком интересует. Обе экранизации заметно отличаются от манги, и это редкий пример исключения, когда хороший первоисточник в адаптации становится только лучше. Ведь чаще всего наблюдается регрессия к среднему. Сценаристы, работающие над адаптациями, редко блещут талантами, иначе бы они сами писали оригинальные сценарии. Но и совсем профнепригодных людей в студии не нанимают. Потому если первоисточник полная херня от автора, случайно залетевшего в тренды, то адаптаторы срезают лишнее, добавляют от себя, и результат смещается ближе к медиане. Почти у всех первоисточников, которые я жестко критикую в своих роликах, есть более презентабельная манга или аниме-адаптация. С годными произведениями, наоборот, сценаристы начинают переписывать по своему вкусу хороший скрипт, ломая то, что отлично работало, особенно в долгосрочной перспективе, и опять смещение к медиане. Если интересно, на канале был ролик про отличие аниме от манги Bleach, и 90% оказались в худшую сторону. Когда-нибудь в будущем я выпущу менее задротский ремейк этой серии. Хантер же, благодаря авторскому подходу с кучей быстро сменяющих друг друга идей и очень высокой динамикой повествования, вплоть до хреновой арки с муравьями, лишь выигрывал от дополнений и расширений сцен в экранизациях. Притом, если бы вы меня спросили в 2013 году, я бы уверенно заявил, что экранизация 99 года была лучшей. Сейчас же, пересмотрев, все кажется не столь однозначным. Особенно этот нелепый филлер, где Гон преследует Леорио перед посадкой на корабль, повторяя как армрестлинг из арки Рёдана, так и спасение Лисы Медведя, которое происходило 5 минут назад. Просто с годами я это подзабыл. В версии 2011 года, наоборот, напрочь вырезали встречу с Кайто и Лисой Медведем, чтобы поскорее перескочить к экзамену, что аукнется на арке с муравьями. Но до этого версия 2011 года по совокупности является лучшим Хантером из имеющихся, где почти ничего не вырезали, а лишь удачно дополняли исходный материал, который несется вперед столь стремительно, что автор первоисточника, к примеру, даже не удосужился показать сцену в конце башни, где героям надо проголосовать, пойдут ли они по короткому пути, оставив двоих позади, или по длинному. В оригинале их просто телепортируют к финишу и за 2 строчки объясняют, как Гон придумал сломать стену, вспомнив, как это делал один из заключенных. В адаптации 99-го решили показать, как Понта атакует оружием и всю сцену с решением этой проблемы. В 2011-м также сочли версию старой экранизации лучше оригинала, но чуть сократили, и получилось крем де ла крем. То же самое с ожиданием в комнате 50 часов. В манге это жалкие 2 страницы. В аниме-адаптациях сцены расширили, и их версии въедались в память. Все изменения сцены я перечислять не буду,
ведь придется говорить о каждой второй, если не первой. Но надеюсь, суть вы уловили. Первоисточник изобилует идеями, но редко реализует их полный потенциал, и адаптации довольно находчиво развивали заложенные автором возможности. Экранизация 99-го года также добавляла многое от себя, где-то просто чтобы растянуть, где-то чтобы привнести большей осмысленности. Так фирменная удочка Гона стала отцовской, а Кило отдавал свой скейт девочке с дредами. Часто впихивали побольше боев, все же мы номинально смотрим Сёнэн от Джампа, потому Курапика сразился с Хисокой на турнире, а Гон с Илуми, тогда как в манге все заканчивается короткими разговорами. В нулевых мне это скорее понравилось, сейчас же очевидно, что сцены пустых сражений не нужны. Но многие другие нововведения весьма к месту, хоть те, кто начинал с манги или версии 11 года, могут не согласиться. Синдром утенка еще никто не отменял. В манге Леорио просто на словах проговаривает свою мотивацию про умершего друга, что крайне пресно. В версии 2011-го добавили пару кадров для иллюстрации, но в первой адаптации пошли заметно дальше. Понта завел Леорио и Ботана в ответвление, где якобы можно восстановить выносливость, но там их ждали растения, которые вызвали сильные галлюцинации. В тех Леорио увидел покойного друга, предлагающего к нему присоединиться. Честно говоря, без этого дополнения часть с бегом выглядит довольно куцей. Мстительница, пришедшая за Киллуа, тоже приносила в сегмент выразительность, которой нет в оригинале и версии 11 года. Даже 3 полностью филлерных серии с доп. Экзаменом на кладбище кораблей смотрелись органично, как нечто, что вполне могло произойти в рамках безумного экзамена на охотника. Шутки доставляли, а персонажи лучше раскрывались. В нулевых я подвоха даже не заметил, хоть сейчас по большей части промотал эти филлеры. Фрагмент, в котором часть кандидатов решила, что последний экзамен будет письменным и начали зубрить, тоже отличная комедийная вставка и плюс в копилку старой экранизации. Так что если вы вдруг хотели еще раз окунуться в золотой век Хантера и не смотрели первую адаптацию, ведь филлеры и не так канонично, то она может порадовать интересными решениями, а визуал во многом лучше, чем версия 11 года. Особенно дизайны персонажей, хоть это скорее вкусовщина. К слову, дизайны в экранизациях выглядят куда целостнее, чем в манге. Особенно это заметно по Хисоки, чем внешний вид за годы претерпел разительные перемены. Да ты урод, настоящий ублюдок. Притом дело не в том, что первая экранизация намного дороже и в ней более трудоемкие анимации. Скорее, это вопрос стиля и режиссерского видения. Версия 2011 года — это в основном просто дженерик визуал из аниме. Сами сравните две сцены из старой и более новой версии. Совсем же другая работа со светом и мимикой. А еще в версии из нулевых нет этих олиповатых названий способностей, ставящих происходящее на паузу, и нелепых поз персонажей. Хоть нельзя сказать, что данное утверждение справедливо для всех сцен. Некоторые вышли лучше в новой версии, как идущий следом бой с Индзю, который куда сочнее показан в версии 2011 года, и брутален как ёб твою мать в манге. Но это я забежал вперед. Еще в обоих аниме ощутимо сгладили крайне странное отношение первоисточника к убийствам, нетипичное для сёнэна из Джампа с его максимализмом. Тот же Киллуа в первой арке на взводе отрывает 2 мимо-крокодилам головы. В аниме же можно было подумать, что он их просто ранил. Починим, Да ну, и как интересно. крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем. Следующая арка — возвращение Киллуа из имения его семьи Золдик — концептуально мало отличалась от экзамена. Куча идей и быстро сменяющихся сцен. Огромный пес, игра с монеткой и так далее. Никуда не делись запоминающиеся персонажи, которые появляются буквально на несколько страниц. Привратник, дворецкий, девочка с дредами, девушка-гид. Хоть с последней спасибо первой экранизации, добавивший эпизод, где на новой экскурсии она обескураженно комментирует, как троица открывает двери на территорию Золдиков. Естественно, само семейство убийц запоминалось в полном составе. Калуто вообще ультраняша, и жаль, что ее роль в сюжете так и осталась минимальной. Сказать откровенно, некоторые вещи выглядели довольно карикатурно. Вроде этих огромных многотонных дверей и тренировок с утяжелителями, чтобы их открыть.
Это при условии, что уже в следующей арке завезли силы Нэн. Но в оригинале тренировки заняли 4 страницы. Ты просто перескакивал к следующей занятной сцене, а потом еще к одной. Обе экранизации неизменно расширяли повествование. Естественно, первая добавляла куда больше от себя. Например, то, как Мегапёсель преследовал Леорио, но по большей части дополнения более чем уместны. Интересная короткая арка. Следующая с башней, где проходили бои на арене, заметно меняла курс произведения со всеми этими силами Нэн. Когда любой, кто ими не владеет, это мясо, не способное защищаться. Повествование стало более сфокусированным. Завезли совсем немного новых персонажей, и пусть троица слабаков, мечтающих стать мастерами этажей, получилась предельно блеклой, 2 неплохих боя Хисоки против мужичка с двойниками и самого Гона показали, что это реально сёнэн. К тому же был задел на следующую арку с Рёданом. Обе экранизации чуть по-разному подошли к этой арке. В первой вставили ненужное камео персонажей с экзамена. Очередной филлерный бой, чтобы их было побольше, а из хорошего довольно забавно расширили шутку про Киллуа и дорогие сладости, а также работницу башни, которой не удалось впечатлить Гона и Киллуа. Экранизация 2011-го из заметного полностью показала бой Хисоки и бойца с клоном от начала и до конца, тогда как в первоисточнике и старой версии там демонстрируют завязку, а потом уже постфактум рассказывают, как Хисока победил. Так что новая экранизация имела сплошные преимущества и никаких недостатков относительно манги. А вот начиная с арки Рюдана, первая экранизация по-настоящему расцвела. В нее больше не пихали куски для растягивания, а лишь исключительно талантливые улучшения. Именно потому я запомнил эту версию как лучшую. А вот аниме 2011-го вносило некоторое число дублирующих и не особо нужных сцен. Вроде предварительного представления отряда охотников, в который входит Курапика. Сама же арка Рёдана была весьма занятной и неожиданной сменой тональности произведения. Куча запоминающихся персонажей, особенно в памяти въелись женские героини с нестандартной внешностью. Сэрницу с дьявольским слухом и Покунодо с пулями воспоминаний. Это по-настоящему нетипично для подростковой истории. Всем бы любителям инклюзивности поучиться, как это делается, если руки растут не из жадной задницы Микки Мауса. У Курапики, как и было сказано, сильная мотивация отомстить, автору даже удалось удачно подать бой с 10 отборными ноунеймами из мафии, которые сходу подохли таким образом, чтобы это выглядело круто, а не как клоунада. Именно за такие вещи я всегда считал создателя Хантера гением. Добиться подобного эффекта очень непросто. Гёнэ и Рёдан вышли действительно грозными и таинственными противниками с твердыми убеждениями. Ну, пока те, кто читал мангу, не узнали их предысторию и мотивацию позже. Однако вся ветка с желанием Гона и Киллуа заработать денег была сомнительной. И это мягко сказано. Чего только стоило целых 4 главы про перепродажу антиквариата на рынке. А в итоге деньги им вообще не понадобились. Да и то, как Рюдан повелись на подмену пророчества Хисокой, хоть точно знали, как работают его способности, звучало немного по-дебильному. Однако в целом это отличная арка, с яркими персонажами, сражениями и стильными сценами. Честно скажу, что версия из манги мне такой интересной не показалась. Возможно, потому что я уже видел аниме в прошлом и было с чем сравнивать. Многим сильным моментам, подсвеченным адаптаторами, в оригинале было уделено буквально 1-2 фрейма, которые можно пробежать глазами и не заметить, тогда как мусорному походу по рынку 4 полновесных главы. Да и рисовка манги слабо вписывалась в более нуарный том. Просто сравните, как нелепо плачущий Куроро выглядит в манге, а как в экранизациях. Особенно в первой, где все это крайне стильно подано. Бонусом музыка сыграла немалую роль. А уж реквием версии 2011 года — это прям попадание в сердечко. Все же я большой ценитель Моцарта и конкретно этого произведения. Сердце, Осборн! Сначала мы нанесем ему удар в сердце. Пожалуй, квинтэссенция заложенного, но слабо раскрытого в самой манге потенциала — это смерть Покуноды, которая жертвует собой, чтобы передать товарищам воспоминания под цепями Курапики.
Для затравки в первой экранизации тон задает Хисока с мешками под глазами после сорвавшейся дуэли /свидания, чего не было в манге. Вместо экспозиции от рандомов ранее про Метеор-Сити, город-свалку, откуда Рёдан родом, невероятно расширили предшествующий выстрелу эпизод, в котором Пакунода встречает котейку и ассоциирует их группу с бродячими котами. В аниме все великолепно срежиссировано, наложили удачную музыку, вставили в флешбеки фрагмент с Киллуа и Гоном, которого нет в манге про дружбу с Курапикой. К тому же ранее в экранизации было более выразительно показано, как работает ее способность флешбеками. В итоге получилось невероятно мощное завершение арки. При дополнительном пересмотре этого 5-минутного фрагмента для написания сценария я вновь испытал сильные эмоции от того, как же это хорошо поставлено. С зарядкой патронов по числу изначальных членов и медленно тянущимися к сердцу блестящими цепями. Красота! Увы, при чтении манги, а именно с нее я начал подготовку к ролику, я ощутил искренний похер, а момент с котейкой вообще проглядел, ведь это пара микроскопических фреймов, и весь эпизод суммарно занял 6 страниц, где лица персонажей слабо отражают хоть что-то. Экранизация 2011 года ушла не слишком далеко от манги, но хотя бы было сложно что-то пропустить, а голоса сэйю и отчасти анимация передавали смысл сцены. Также в ней лучше подали экспозицию про Метеор-Сити, ведь ее рассказывают Курапика и Леорио, а не левые персонажи, как в манге. Еще из крайне удачного в первой экранизации это переработка и расширение сцены, где Хисока узнает, что Куроро больше не может использовать Нэн. Опять же, чистый стиль, а не тот обрубок с пикерфейсом, что был в манге и версии 2011 года. Так что первая экранизация получилась безоговорочно лучшей версией этой арки. Все привнесенное адаптаторами было талантливо и к месту. Вероятно, помогло осознание, что уже на середине они неизбежно догонят мангу, и тянуть смысла нет. А еще в каждой ова менялся ведущий режиссер. И в первый прокнул Сатоси Сага, который работал еще над Сити Хантером и Легендой о героях галактики. Опыта мужику не занимать. Следующей аркой шла Грид Айленд. И без минутки исторического контекста тут не обойтись. Ведь из 2025-го может показаться не настолько очевидным, какой же это был фирменный разъеб для того момента. Ова с экранизацией начала выходить в первой половине 2003-го. Через полгода состоится релиз легендарный Lineage 2, которая зародила в умах каждого малолетнего гопника подозрение, что полуголые темные эльфийки, бегающие раком, и эстетика аниме в целом — это не зашквар для ботанов, а очень даже true. А 2004 был настоящей вехой в индустрии. Помимо всего прочего, подоспел World of Warcraft, добивший неокрепшие детские умы. Притом легендарный лунный скульптор увидел свет только в 2007-м, а выстрелившая экранизация Sword Art Online, которую мог увидеть уже любой нормис, только в 2012-м. Да-да, я в курсе, что Трон вышел в 82-м. Отличный фильм, можете не писать. Суть в том, что шел 2003 и увидеть в крайне популярном аниме, как персонажи попадают в игру с магией, это просто отвал башки. Даже сейчас данная, пусть и простенькая в своей сути арка, выделяется на общем фоне сотен однотипных тайтлов с игровыми системами, VR и прочим. Уж я-то знаю, о чем говорю. Но были у 2003-го и свои минусы. Аниме только начало переходить с аналога на цифру, и в визуальном плане это был шаг, если не назад, то часто в кривь и в кость. Страдает композитинг нарисованных на компьютере персонажей и отсканированных фонов. Их палитра заметно ярче. Некоторые эффекты работают криво, а то, что в моменте казалось новинкой, которую всем хотелось пощупать, вроде возможности трансформировать и мять изображение, сейчас смотрится анахронизмом. Это не говоря о неотъемлемых ограничениях цифры и упора в производительность, когда красивые CG-фоны и многие современные навороты еще не появились, а вот персонажей на дальних планах уже перекособочило из-за шикарных исходников в 480p и специфики нового производства. Ведь контуры рисуются четкими пикселями, потом пробелы заливаются цветом и все растушевывается. Если это не крупный план, то пикселей крайне мало и работать с этим сложно.
По этой причине даже в современных сериалах персонажи и мелкие детали на них часто плывут и выглядят хуже, чем 25 лет назад. Что уж говорить о 2003-м. Впрочем, другие студии в те годы куда решительнее наступали на эти грабли, но не упомянуть я не мог. Увы, последняя ОВА в старой экранизации выглядит как сиквел категории «Б», снятый сразу для домашнего просмотра. Уровень совершенно не тот. Особенно если сравнивать с предыдущей аркой. То ли бюджет урезали, то ли очередная смена режиссера сказалась, а скорее все везде и сразу. Учитывая, что отличия от манги, что у старой, что новой адаптации, минимальны, смотреть вторую и особенно третью ОВА нет никакого смысла, как и разбирать внесенные косметические изменения в рамках данного видео. Сама же арка Grid Island вызывает у меня максимально противоречивые чувства. Как вы уже поняли, она била в нерв в 2003-м и до сих пор касается нужных струн моей души, со всей этой игровой тематикой. К тому же, это самая конвенциональная сёнэн-арка во всем Хантере, и в целом наиболее сюжетно-целостная его часть. Небольшая тренировка до, прибытие в игровой мир, знакомство с правилами и ненавязчивая закладка почвы для изобретательной победы в финальном сражении, потом тренировки с необычным учителем Бискет и маньяком с ножницами, промежуточный квест с объединением со старым противником Хисокой, новые тренировки, пока другие персонажи отвлекают главного злодея, и, наконец, финальная схватка. Нечто подобное вполне можно ожидать от какого-нибудь Наруто или Блича. Интересный сеттинг, няшка Бискет, запоминающаяся игра в волейбол против Райзера и юойная многоножка из Гона, Киллуа и Хисоки. Блеклый злодей, лишенный мотивации, конечно, подкачал, но в общем и целом это хорошая арка, от которой можно получать удовольствие. Однако одновременно с этим она стала краеугольным камнем для всего произведения. Во-первых, куда-то испарилась магия запоминающихся персонажей. Нет, они присутствовали. Бискет, Райзер и все. Это конец списка. Еще парочка не забывалась во время чтения и просмотра, но кто-то правда запомнил дефолтного служаку, их отбиравшего и разевавшего рот с галерки во время вышибал. Или визуализировать, как выглядел злодей А и злодей Б из группы Бомбера. Да его самого сложно вспомнить. И как-то так вышло, что весь задел на расширение сцен и раскрытие персонажей, который существовал до этого, иссяк. Это все еще было достаточно неплохо, но точно ли это тот Хантер, который мы полюбили? Во-вторых, пиздецома, поражающая мозг автора, стала более очевидной. И в дальнейшем только прогрессировала. Если раньше зачастую проявлялся минимализм, недостаточное проговаривание информации и очень короткие сцены, как смерть Покуноды за 6 страниц, или буквально одна страница с опустошением Гона после того, как Хисока бросил ему значок, как подачку на экзамене, что служило отличным поводом для дополнительных сцен в экранизациях, то в арке Grid Island началась графомания. Объемы текста на страницах увеличились, и сама арка в манге объемнее, чем предыдущая, хоть событий в ней не то чтобы больше. Один раз Писака вообще выдал целых 4 страницы, где вместо картинок с текстом была оформлена Excel-таблица с перечислением карт и эффектов в игре. Впрочем, может, без этого нельзя понять запутанный сюжет? Странно, но экранизации как-то обошлись без полотен текста. Алло, куда делся мой Хантер, где бывало по 6 страниц сражения Хисоки и Гона на арене без единой реплики? И если бы автор на этом остановился. Но пиздецома головного мозга, видимо, не лечится. В итоге, я люблю эту арку, но предпочел бы, чтобы все закончилось тем, как Гон встретил отца в конце, а тот, мать его, дал вразумительное объяснение, что это за тупая херота с игрой. Нет, мне нравится сама идея игры с картами, магией и игровыми условностями. Но это на серьезных щах? Батя-мудак с друзьями создал все чисто по приколу? Целые полноразмерные города, населенные нипами, карты, что могут прогнать ссаными тряпками самых крутых злодейских пользователей Нэн в мире и способные излечить любую болезнь и повреждения, за которые готовы отдать миллиарды? А может, Райзеру с правами Гема стоило отправить Рёдан на колоземную орбиту, чтобы они немножечко умерли и больше не устраивали резню по миру? Или, я, конечно, не настаиваю, но с такими возможностями стоило спасти отвергнутый миром Метеор-Сити, откуда Рёдан родом.
Нет, батя мудак, конечно, молодец, на свои деньги какие-то там руины реставрировал, о чем нам ранее рассказывали. Но мне одному кажется, что самому умелому пользователю Нэн и его друзьям следовало сделать что-то реально полезное для мира, а не игру для его сына, которого тот бросил. Про способности Батца заглянуть на 10 лет в будущее и предсказать, что Грид-Айленд почему-то не пройдут до того, как туда придет Гон, и что тот захочет использовать телепорт и отправиться к нему, я даже не спрашиваю. Опять персонажи — это шишки-телепаты. Так что да, автор мастак набрасывать какие-то идеи и вкусные концепты. Но как дело дошло до ответов, то я с трудом представляю себе тех, кого они хотя бы минимально удовлетворили. А следом началась арка муравьев. Ох, если вы нежный фанат и не готовы слушать, как я еще минут 30 ругаюсь матом, описывая происходящее, то лучше выключить ролик прямо сейчас. А не писать, какое это все рейджбейт, а не мое искреннее мнение. Бегите. Ведь что бы там ни утверждал фанатский консенсус, это была полная срань в экранизации 2011 года и унылая срань в виде манги. В ней, конечно, присутствуют светлые моменты, о которых мы еще поговорим, но это незначительный процент от общей массы. Остальное просто не работает на фундаментальном уровне, а всеобщий щенячий восторг от происходящего мне непонятен. И я бы сказал, что это огроменный филлер, но проблема в том, что это хуже, чем филлер. В тех не происходит ничего, чтобы внесло изменения в историю, и потому может быть вырезано без потери смысла. Но, по крайней мере, в филлерах по максимуму используют уже полюбившихся персонажей ради фан-сервиса. В Хантере же Гон и Киллуа отправились в изолированное приключение, где из старых персонажей Кайто, который был аж в одной главе и его вырезали в экранизации, Нетеро, камео старика Золдика буквально на одну главу, и Бискет, которая почему-то не участвует в основном сражении. Изолированный филлер посреди изолированного филлера про Рёдан я считать отказываюсь. Ах да, чуть не забыл, бонусом на огонек заскочили два самых проходных персонажа с экзамена на охотника, которых бездарно слили до встречи с героями. Автор, ты издеваешься? Что за волшебный порошок ты занюхивал, когда решил так поступить? Немедленно смени драгдиллера. Как произведение, где одна из сильнейших сторон это персонажи, могло их не использовать? Подобные объемные сюжеты в манге априори становятся возможны, потому что читатели прикипели к значительной части действующих лиц и легко способны включиться в повествование. Арка муравьев — это 140 глав. 140, Карл! Треть всего Хантера! Хоть из-за мизерного числа весомых событий, она могла вам запомниться как его крошечная часть. Чтобы вы представляли масштаб проблемы, арка войны в Маринфорде, от архипелага Сабоди до начала обучения у Рейли, это меньше 110 глав. И вот это совпадение, там тоже есть изолированные от команды приключения Луфи. Но сколько знакомых лиц он встретит на своем пути? Багги, Бон Клей, Мистер Фри, Мистер Уан, Крокодайл, Эйс, Гарп, Коби, Хельмепа, Михоук, Кума, Геккаморио, Кизару, Аокидзи, Белаус, Шанкс, Трафальгар Ло. Автор! Где хотя бы Менчи и Сатоцу? Почему они не прибыли с Нетеро? Где Хисока? Как треть истории может обходиться без ее иконы? Ладно, у автора проблемы со здоровьем, может он хотел поскорее ввести новых персонажей, что очень важны для впечатляющей развязки, которую он замыслил. Да хрен там плавал. О них тут же забудут после этой арки. Я не шучу. За последующие 10 лет печати не появился никто из них. Но давайте перейдем к более предметному разбору и все той же боли по поводу персонажей. С чего же нас встречает арка? С 6 членов группы Кайто. Сколько же из них пригодятся по сюжету и не будут тут же забыты? Нисколько. 4 из них даже не были пущены в страну экоактивистов, и вся их функция — это выдать немного экспозиции. Иронично, что чуть позже автор зачем-то посреди манги сломает повествование об колено и начнет использовать закадровый голос рассказчика, который отлично мог бы выдать всю информацию за них. Повторяю вопрос. Это точно Хантер, с которого все начиналось. Когда Понто представлял заметных членов экзамена на охотника, они все использовались на его протяжении. Кто-то больше, кто-то совсем символически. Тут же полный голяк.
Персонажи ради персонажей. Страна экоактивистов, куда герои направляются и где строго запрещены современные технологии, а тайком производят оружие и наркотики, в теории звучит великолепно. Все же автор Хантера умеет во вкусные концепты. Это же такой потенциал. Действия охотников в условиях ограничений по политическим соображениям. Союз зеленых фанатиков и муравьев, угрожающих человечеству. Разочаровавшиеся адепты и сколько еще всего можно придумать. Ситуация становится все напряженнее. Похоже, чтобы разобраться с муравьями, сначала придется иметь дело с НЗМ, говорит Кайта. Но в реальности из этой идеи ровно 0 следствий. Ни с чем иметь дело не придется, подполье уже истребили муравьи, можете забыть. С королевой и капитанами дела обстояли чуть получше. Хотя бы половина из этих 2 десятков персонажей как-то запоминалась благодаря дизайнам и остальному. А идея с тем, что королева муравьев может поглощать существ и порождать более приспособленные организмы с их чертами, звучит перспективно. Ты можешь управлять развитием роя из эволюционного отсека. Существо Абатур поможет тебе в этом. Не говоря о фишке, что те сохраняют остатки личности и памяти. Но на практике это очередной фуфел. Король и его троица гуардов, которые являются реальной угрозой, находятся вне этой системы эволюции. Они ничего не помнят и ничьи черты не перенимали. Даже мощный Нэн у них просто по факту рождения. Так что в чем смысл всей этой ботвы с эволюцией? Капитаны — это никчемный сюжетный мусор с их срачиками по поводу допустимости жрать людей по фану. Если это вырезать, то ничего не поменяется. Звучит буквально как официальный слоган всей арки. Что мешало перейти к рождению короля и гардов сразу, без этой прослойки из шлака? Все же у подхода чистого творца есть и изнанка. Перед нами матрешка из филлеров, которые непонятно какую реакцию хотят у тебя вызвать. Я правда в недоумении. Может, это какой-то артхаус под видом сёнэн-манги, а бессвязные события пытаются донести до читателя идею? Но сколько я на это не смотрю, так и не вижу даже призрачных очертаний целостного посыла. Тут тебе и эволюция, и воспоминания о прошлой жизни, и тяга какого-то ноунейм-кентавра делать из людей питомцев, и понимание Вислоухова, что против изначальных ролей не попрешь, после чего его слили. Прогоны про безграничную материнскую любовь и какая-то свирепая жестокость с пожиранием детей, ковырянием в мозгах, гуро и сотнями тысяч жертв. А потом ванильные воссоединения и воскрешения пары персонажей. Тогда как остальные так и остались мертвы. И много-много чего еще. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Если ранее это был калейдоскоп необычных событий, в которых принимают участие главные герои, то теперь это какой-то винегрет из лажи, что требует от читателя быть кандидатом в мастера спорта по натягиванию совы на глобус, дабы во всем этом найти какой-то скрытый посыл и получать от этого тайного знания извращенное удовольствие. Уверен, хотя бы просвещенные господа из комментов объяснят мне, как же все было очевидно, а я не понял всю глубину этих глубин и долгоиграющий посыл флешбэка про черт знает кого и его тяжелое детство с деревянными игрушками, прибитыми к полу гвоздями, который свалил из арки и вот уже лет 15 о нем ни слуху, ни духу. Ну нахера он тут? Какое он имеет отношение к происходящему? Безусловно, кое-что из этого звучит прикольно, если брать сцены и идеи в вакууме. Но это же не ваншот, а история на 140 глав. Или возьмем потенциал Кайта. Нам показывают его оружие со случайными формами. Читатель раскатывает губу, предвкушая, как тут будет попадать в кризисные ситуации с неподходящим снаряжением и изобретательно находить путь к победе. Но залупу нам всем за воротник. Мы увидели всего 3 формы, что делает последнее не показали, и персонажа слили. У этой способности не было интересных использований. Она лишь звучит интересно, в отрыве от реально происходящего на страницах манги. Но, я так понимаю, этого достаточно. Писать интересные бои и связанные сюжеты не обязательно. Фанаты после прикормки из прошлых арок и так схавают. Уво ранее, даже обладая чистой физухой, умудрялся ее ловко применять в бою. Куда все это подевалось? Экранизаторы из Madhouse тоже, словно споткнулись и упали ухом на резиновый дилдо, которым начали размазывать вытекающее серое вещество и так набросали раскадровки.
То есть в арке Грит Айленд они осознавали, что расширять там ничего не стоит. Возможно, потому что перед глазами был пример предыдущей экранизации. А тут решили, что отличной идеей будет напихать новых сцен со всеми этими бесполезничами. Я еще понимаю двойной повтор представления способностей Кайта и добавления предыстории, ведь его вырезали из первой серии. Кстати, зачем, если вы уже знали, что он появится и будет краеугольным камнем для Гона в этой арке? Но неужели и правда было необходимо значительно расширять сцены с прорвой капитанов и каким-нибудь кентавром и его подсосами, что появились, сразу откинули коньки за одну главу и были забыты? На бой с ними выделили полновесную серию, не говоря об сценах до этого. Если мангу через «не хочу» еще как-то можно читать, все же дальше завозят довольно выразительных персонажей-охотников, а ты еще до конца не осознаешь, какой вафлей все обернется, то аниме просто несмотрибельное. Судя по всему, в 13-м году я добрался до появления способности Накла, ведь запомнил ее, и на этом дропнул. Так что в манге сегмент с обучением и тренировочными боями был приятной частью. Персонажи хорошие, вернулась Бискет, и хоть Садака лайк девицы к тому моменту уже не были новинкой для аниме, но эти ее отношения с Гоном выглядели забавно, как и Накл с его способностью, а также прочие харизматичные охотники. Автор все еще могет в персонажей, пусть и не так стабильно, как раньше. Пытаться доказать, что все пункты были провалом, раз мне в целом не понравилось, я не намерен. Но завершение этого подсюжета продемонстрировало еще один фатальный промах муравьиной арки. Провал никогда и ничего не меняет. Он теперь равнозначен успеху. Гон проиграл свою дуэль? Не беда. Его все так же допустят до участия в операции. Как исключение, это было бы валидным сюжетным ходом. Но допустимость эпик-фейлов стала новой нормой. То есть происходящее и так было хуже филлера, а теперь даже внутренние ставки в рамках изолированной истории начали множиться на нуль. Следующая бессмысленная тупиковая ветка про смерть королевы муравьев и то, как братишка берется заботиться о последнем муравьеныше, говоря, что на этот раз сможет защитить, аналогично не имела смысла. Ведь сюрприз-сюрприз, его сестра тоже переродилась разумным муравьем, все вспомнила и воссоединилась с их матерью. Хэппи-энд. А вот девочка, сожранная королем муравьев, не переродилась. Но мы все должны ему сопереживать. Почему-то. В чем смысл всей этой тягомотины с теми капитанами, что выбросили белый флаг и отказались жрать людей? А зачем тут те, кто вознамерился людей убивать? Каков их вклад в развитие сюжета, если они просто пыль под ногами по сравнению с силами 4 главных муравьев? Просто чтобы добавить пару проходных боев? Вроде под филлера с Рёдан? Это же именно то, чего избегал Хантер в прошлом. Притом Гон опять, при наличии кучи уже представленных капитанов, по неведомой причине сражается с новыми проходными мобами. Это какая-то постирония или метанарратив, который я один не выкупаю, и автор намеренно сделал так, чтобы протагонист за всю историю с муравьями сражался только с мелкими сошками, а потом пошел нахер из своей же манги. И нет, финальное недоразумение с кошкой-женой — это не сражение. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти 2000 пудов, судя по инвентарным записям, были расстреляны. Мальчик, иди в жопу отсюда! Справедливости ради, Килло куда больше действует в этой арке. Да и в следующей. И однозначно оценить его ветку в негативном ключе заметно сложнее. Он освобождается от контроля брата в одном бою, потом заводит очень странную внезапную дружбу с осьминогом, который до этого стрелял блохами из снайперки, и проводит бой против противника с причудливой способностью, связанной с дартсом. Это напоминает тот самый старый добрый Хантер. Не очень целостно, но оригинально, причудливо и динамично. Если бы в таком духе была вся арка, но увы и ах. Вместо этого какие-то всратые бои вроде сражения Муруа со Спидстером, который настолько долбан, что просто щелкал клювом, пока тот не провел тайком дым и не цапнул его за ногу. Это намеренное издевательство над читателями? Почему у Гона ни одного значительного боя, а с этим Абаплом аж несколько сражений за арку? И все, чтобы его потом вальнули одним ударом. Еще один проходной бой Муруа против, а кому не похер на этого персонажа, и начинает происходить упомянутое ранее. Череда фейлов, которые полностью допустимы.
Палм какого-то хрена проникла под видом эскортницы во дворец короля. Вот нахера она это сделала, если у них и так есть очкарик, который там тусил благодаря телепортам? Он мог ее туда доставить, если так хотелось. Разве нет? И то ли в манге все невероятно хреново объясняют, и что-то надо додумать за автора, то ли это просто непроглядный тупизм. Выходит, они составили план атаки на дворец, а Пал внедрилась, зная их план и будучи осведомленной, что если ее поймают, воспоминания могут читать и все пойдет по бороде. Она перестала выходить на связь, но наши гении решили, что та в курсе, на что пошла, и живой не сдастся. Следовательно, они должны в нее верить и продолжить воплощать задуманное. В итоге Палм Растыка провалила проникновение на Silent Assassin и попала в руки врага. Но ей повезло, и новый способ воскрешения стирал память. Что, мать его, произошло? Зачем она проникла во дворец через постель, если для плана это не нужно? Чего она там искала? И ой, как удобно, она переродилась ровно в своем виде, но с кристаллом во лбу, и смогла восстановить память и контроль, то есть плевать. Вся развязка арки — это феерия абсурда. Ведь план, который сработал, хоть не должен, тоже идет коту под хвост. Все знали, на что подписывались. В охотники не берут абы кого. Вон какой хитроумный экзамен был. Судьба человечества на кону. План очень важен, а не имитация бурной деятельности. Потому Накл просто забивает на все болт и решает спасти учителя, который намерен пожертвовать собой, позволив одному из гардов победить. А знаете, где еще было подобное? В шедевральном 8-м эпизоде «Звездных войн» от Дисней. Если кто-то считает, что это нормальный сюжетный поворот, пусть первым кинет в меня камень. Вот ты, да ты, кидай камень в свой монитор, раз ты настолько тупой. Куда, тварь? На мелких тупостях, хотя какие же они мелкие, я даже не буду сильно заострять внимание. Например, какого члена группа проникновения была не в курсе, что старик Золдик начнет бомбардировку дворца. И только Киллуа понял, что происходит, а Гон как бы героически спринтанул вперед. Это вот так они план составляли? Зачем-то начали показывать отсчет времени с начала вторжения во дворец. Для чего? Я бы понял, если бы это было появление обратного подсчета до срабатывания способности Накла. Но нет, это просто циферки ради циферок. Притом именно в финальном бою врубается повествование при помощи закадрового голоса, что почти всегда провальное решение для формата манги, который базируется на визуальной подаче. Смею предположить, этот прием выскочил, как черт из табакерки спустя 250 глав, потому что автор банально не знал, как донести до читателя шизофрению, творящуюся в головах у троицы гардов, и как следствие обосновать их рандомные поступки. Ведь по большому счету это не персонажи вовсе. У них нет граней характера, сформированных на базе пережитого опыта. Потому что у них нет никакого опыта. Даже их доминирующую страсть сложно сформулировать, раз уж это плоские, а не многогранные персонажи. Автор пытался изобразить зарождение личности у короля по мере общения с девушкой. Опять же, я не разделяю особых восторгов по поводу данной сюжетной линии. Как по мне, вышла на троечку с 2 минусами. Но троица гардов — это сценарное позорище. У них нет даже такого. И ведь за 140 глав было время на все и еще бы осталось. Но гениальный творец предпочел тратить сотни страниц на других, совершенно ненужных в развязке персонажей. Даже в рамках финального замеса этого мусора хватает. Вот какое назначение у подветки про беременную муравьиху и министра? А зачем нужен шизоплан волка с фейковыми бомбами? Это хоть что-то привносит в основной сюжет про атаку на дворец? Может, это имеет какие-то долговременные последствия? Для чего в истории куча глав с осьминогом, которого отправили искать Палм? Это мало того, что не имело даже теоретического импакта на основные сражения, вне зависимости от того, увенчаются поиски успехом или нет. Так осьминог ее в итоге не нашел, а она сама пришла за Киллуа. Тот ее растрогал, мол, она может спасти Гона в его прибабахнутом состоянии. Но и этого не происходит. Она магически вернула память и контроль, а потом не совершила ничего. Однако этого автору показалось недостаточно. Даже часть про сражения 3 гардов и их междусобойчики на тему «Как бабочка подозревает 2 других в нелояльности, бла-бла-бла»
оказалась бессодержательной. Ведь весь план Нетеро — это взорвать ядерку, которую бьет короля. А можно вопрос из зала? Нахера тогда было разделять короля с гардами? Разве никуда разумнее было бы взорвать их скопом? А лучше отмотаем немного назад. Для чего нужен был какой-то план, если ничего не мешало скинуть ядерку на дворец до того, как туда стянутся люди? Или еще раньше, на королеву муравьев, когда король еще не был рожден? И не надо отмазок про правительство, давшее отмашку слишком поздно. Глава охотников точно мог сразу доложить, что муравьи из запределья, способные накуканить его самого, являются угрозой всему человечеству. Но нам затирают какую-то дичь про зажравшихся толстосумов, решивших вероломно взорвать муравьев, а они всего-то несколько сотен тысяч человек убили и маленьких детишек жрали крупным планом. Чтобы мы точно поняли, что они злодеи. А теперь давайте их поймем и простим. Странное отношение к убийствам и подаче подобных тем, как и многие другие проблемы, присутствовали и раньше. Просто в этой арке они стали безоговорочно превалировать наиссякающими достоинствами. Развязка в виде ядерки — это настолько убогое сюжетное решение, что слова подобрать сложно. Давайте я объясню, как подобные финальные массовые баталии прописывают вменяемые авторы, на примере все того же One Piece, и даже не самый любимый фанатами арки. Разделение на несколько полей боя, часто ведь дуэли 1 на 1, вводят, чтобы читателям за происходящим было проще следить. При этом по уму каждый член группы героев выполняет свою роль и делает то, что не способны его товарищи, даже если формально те куда сильнее. Умелые авторы изобретательно придумывают ситуации, чтобы реализовать их уникальные способности и связать все это в единую сеть. Цель Луффи — победить Кайдо. Зоро поможет ему, когда тот теряет силы после 4-го гира, а потом сдержит Кинга, который бы переломил ход боя, если бы вмешался. Робин заменит Санджи в бою с женщинами, ведь это его слабость, а также использует свои способности, чтобы временно вывести большую мамочку из боя. Чоппер создаст антидот от яда Куина, пока тот сражается с Санджи и спасет самураев. Мамоноски поможет Луффи вернуться в бой и сдержать Онигасиму от падения на столицу. Киллер победит Хоукинса, который угрожает своей способностью Киду, без чего тот не сможет принять участие в сражении с Большой Мамочкой, и так далее. Персонажи на своем изолированном участке влияют на все сражение, даже если они не самые сильные индивидуально. Разумеется, в том же One Piece не всегда и не всем удается найти удачное применение в каждой арке, но принцип именно такой. Однако в данном недоразумении единственная синергия была у способности кредита Накла и невидимости Хамелеона, и тот бой сдал. В остальном же нет никакого смысла и взаимосвязей. Осьминог не нашел Палм, все его сражение было просто так. Но плевать, ведь Палм и так нарисовалась. Пришла в себя, и это все равно никак не повлияло на Гона. Кошка-жена увидела в Гоне угрозу королю, пожертвовала собой, но и это сюжетный пшик, ведь того нахлобучила ядеркой. Это не может так работать. Автор словно специально бил себя по рукам, чтобы не писать по-человечески, даже там, где для этого заложена база. Спасение слепой девахи аналогично не имело никакого смысла. Что она сдохнет сейчас, что через пару глав в обнимку с королем? Какие перемены это внесет в историю? Они так и так покойники. Вроде бы подразумевалось, что она заложница, а значит кошка-жена не атакует Гона и идти с ним не нужно. Но не тут-то было, и она его попыталась убить, решив, что деваху уже вернули королю. Ну почему все настолько плохо, и каждая логическая взаимосвязь нарушена? Тут как бы все не обосрались, а происходящее не пошло по женскому половому органу, это ничего не меняет. И поражение равно победе, или наоборот, для антагонистов победа равна поражению. Киллуа не удалось спасти Гона от саморазрушения. Подумаешь, проблема. У него ж дома есть золотая рыбка, исполняющая любые желания. И грандиозный эпик-фейл можно отыграть назад. Кайта нельзя воскресить, ведь его душа утеряна. Не! Он хер пойми как все равно воскреснет из мертвых через пару глав. Я так и не понял, как это возможно, но мне уже как-то совершенно фиолетово на происходящий сюжетный цирк. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду.
Притом я всю историю не понимал, почему такой сыр-бор из-за Кайта. Он был в одной главе в начале и ничего толком не совершил. Лишь рассказал Гону про батю-мудака. Все это поведение в стиле «Мне не важно, если я умру, раз не смог спасти Кайта», выглядело запредельно притянутым за уши. Это бы работало, если бы Гон так рвал жилы из-за Киллуа или Курапики с Леорио, из-за своей приемной матери, на крайний случай из-за Бискет. Она его учитель. А это просто левый пассажир, на которого читателям по барабану. Его даже вырезали в первой экранизации. Так он важен для Гона как персонажа, и без него никуда. Сцена совместной смерти короля и замарашки в целом трогательная. Я понимаю, почему она многим понравилась, и они пытаются использовать это как аргумент. Только это слабая компенсация за все страдания при чтении. А отделаться от мысли, что король эгоистичный мудак, мне не удалось. Если бы девушка ему была реально важна, он бы не попёрся заражать ее смертельным вирусом. Ближе к концу написания сценария у меня создалось впечатление, что если какая-то глобальная идея автором и продвигается, так это посыл, что быть эгоистичным мудаком и поступать так, как хочется тебе, наплевав на окружающих, это очень похвально. А когда кто-то из персонажей возмущается такому свинству, надо просто надувать щеки и делать вид, что те маленькие, глупенькие, ничтожные и не понимают. Это найдет продолжение и в следующей арке, в части про батю, крысу Куна и то, что Нетера был таким же. А про Гона о том, как троица гардов была верна королю до конца и прочую белиберду, даже обсуждать не хочется. Настолько это очевидная глупость. Ага, были верны. Словно король сделал хоть что-то достойное, а те поступали так не из-за инстинктов. В реальности Бабочка и кто это вообще такой, оба предали его из-за непонятно с чего вылупившихся мотивов. А тот, так уж и быть, простил их. Ведь их действия ни на что не повлияли. В нормальной истории есть мотивация, действие и последствия. У автора же в этой арке присутствует только действие, без причин и следствий. Если подытожить, это очень плохая арка. Возможно, сократив на 2/3 и сведя с концами идеи то тут, то там, могло бы получиться что-то удобоваримое. Но экранизация, имеющая шанс, поступила ровно наоборот, раздув то, что надо было купировать. Объективности ради, я в своей практике видел вещи на порядке хуже. Даже в рамках Хантера это еще далеко не самое дно. Бывало и хуже. Знаю, вы, русские, испытываете особое наслаждение от страданий. Но отстой от этого не перестает быть отстоем. Я уверен, что его схавали лишь за прошлые заслуги, после искренних попыток найти скрытый смысл там, где нет никакого смысла ни на поверхности, ни под ней. К счастью, следующая арка голосования и спасения Гона была куда лучше муравьиной, правда далеко не полностью. Часть про Киллуа и прорыв с сестрой в охапку до больницы, где лежит Гон, довольно неплоха. Вернули кучу старых сочных персонажей из семейства Золдиков, новые, вроде Алуки и Бабки из Дворецких, также весьма яркие. Мотивация Киллуа сильная и понятная, спасти лучшего друга и сестру. И Луми отлично подошел на роль антагониста с извращенными мотивами. Хисока выступил в каноничной роли трикстера, ведущего свою игру. Ну вот же, автор может, если захочет. Никаких тебе невнятных муравьев и упоротого желания воскресить Кайта, который, очевидно, сдох. Хоть без глупостей и нестыковок, связанных с темой убийства, опять не обошлось. Вроде были разговоры, что Гон не потерпит, чтобы за его излечение другие люди заплатили своими жизнями. Но в процессе погибла целая куча народу, и Гона это не колышет. А все, что требовалось, дабы Луми отвязался от Киллуа, это показать, что лечение не требует платы, а потом и вовсе телепортировать его куда подальше, что напрашивалось само собой. А еще можно было приказать, чтобы он никогда не вредил Алуке или другое ограничение в этом стиле. Ведь нет правила, запрещающего такие желания. Притом все это можно было провернуть, не отходя от кассы, а не тянуть кота за яйца и множить жертвы бессмысленного конфликта. Дизайн решения проблемы идентичен ядерке в прошлой арке. Просто тут этот маразм не достиг таких колоссальных размахов. И на фоне приятной эмоциональной составляющей с камбэком полюбившихся персонажей, на это можно закрыть глаза. Но к моему вящему неудовольствию, у арки была вторая уродливая половина, приросшая к телу нарратива
как скрюченный сиамский близнец. Голосование за пост главы Ассоциации охотников. И прежде чем мы перейдем к детальным претензиям, у меня есть вопрос, который витал в воздухе с самого начала. А почему, собственно, мне как читателю должно быть интересно, кто займет пост главы? Можно получить хотя бы одну валидную причину. Что изменила реорганизация дебильного экзамена на охотника? Спору нет, Леорио делал вид, дескать, это важно для спасения Гона, что является странной попыткой ввести читателя в заблуждение. Ведь кто бы ни победил, итог остался неизменным. Мы же знаем, что именно Киллуа имеет способ излечения. Причем тут голосование? И хоть арка не так перегружена персонажами, как предыдущая, тем более следующая, но из 12 членов Зодиака запоминаются ровно двое. Внезапно те, кто использовались по сюжету. Крыса-кун и Фурия. И это не преувеличение. Добив все главы Хантера, я вознамерился посчитать персонажей в последней арке. И сходу наткнулся на зодиаковцев, долго пытаясь воскресить в памяти, кто это все такие. И лишь логически предположив, что это могут быть они, и пролистав назад... Короче, магия запоминающихся персонажей из первых арок все еще не вернулась, и вряд ли это уже когда-нибудь произойдет. Хоть крылатянка-ведущая была забавной, как и пара других охотников, но это скорее заслуга экранизации. Если же говорить про голосование и план крысы Куна, то это наступание на те же грабли. Поражение Фури оказалось победой, ведь оппонент и не планировал занимать пост главы. И никакого влияния на следующую арку это не оказывает. Про дебилизм, когда власти позволили захватить ему 5000 муравьев, я не заикаюсь. Сам же план — это уровень Аеноконджи, а вы все знаете, как я подобное люблю. Крыса-кун был в курсе, что Леорио сдаст гонку, ведь батя-мудак хер ложил на спасение сына, из чего Крыса-кун сделал вывод, что Гона точно спасут. А откуда это знал батя-мудак? А он этого не мог знать, кроме как в стиле Аеноконджи заглянуть в будущее, ну или ему просто поебать на сына, и весь план Крыса-куна строился на ложной предпосылке. То есть невозможная предпосылка привела к успеху злодея, но он отказывается от победы в пользу номинально хороших парней, что ровным счетом ничего не меняет и априори не могло вызвать интерес у читателя. Ну я что, один во вселенной имею глаза и вижу, что сюжет так не может строиться? Это бред сивой кобылы, рассчитанный на полных бакланов. В части с Киллуа хотя бы присутствует эмоциональная составляющая. И был, пусть всего один посредственный бой, но, по крайней мере, умер симпатичный читателям персонаж, отчего на происходящее было не плевать. Хоть постойте, его тоже воскресили или вроде того, ведь все не должно иметь смысла. Но в любом случае, голосование — это тихий ужас. Из хорошего могу отметить, что экранизация вернулась к нормальному темпу, без ощутимых затягиваний, и получилось лучше, чем манга с ее полотнами текста. Режиссура местами тоже радовала относительно первоисточника, хоть кое-где ощущался упор в бюджет. Погоня на автомобилях выглядела очень неказисто. Как бы я не любил рисованную технику, даже нищая 3D смотрелась бы предпочтительнее. В конце же арки присутствовала очередная попытка в унылую псевдофилософию от Каллы, появившейся на пару глав и пропавшей еще на 100, ни к силу, ни к городу, и финальная встреча с батей-мудаком куром насмех. Не то чтобы я к этому моменту чего-то ждал, я изначально сомневался, что у автора есть внятное объяснение. Но вы только посмотрите на его дизайн. I am your father. Search your feelings, you know what to do. You serious? Объяснение, что он хочет чего-то особенного, что сам нормально растолковать не способен, и как он открыл первую гробницу, а узы дружбы — это так важно. Да, от мудилы, бросившего сына, это звучит очень убедительно. И, кстати, что там по Грид-Айленду? Как это связано с великой целью чего-то там и гробницами? А дальше началась королевская битва. Что я там говорил про муравьев? Можете забыть. Отличная была арка по сравнению с этим мракобесием. Помянем тех, кто читал в ангоинге, ведь автор тянет филлерную резину уже более 10 лет, выдавив из себя жалкие 70 глав, за которые он даже близко не подошел к порогу анонсированного запределья.
хоть то само по себе не вызывало никакого живого интереса. Притом за эти годы успел целиком выйти Торика, ровно с тем же концептом. Базовые проблемы остались неизменными и лишь усугубились. По-прежнему неясно, почему читателю должна быть интересна борьба кучи принцев за власть во внезапно нарисовавшейся стране. Да, голов через 60 тебе расскажут, что это какая-то там часть плана сына Нетера. И чё? С чего его план должен меня волновать? Как он связан с главными героями? Ни Гона, ни Кило нет на страницах манги, и им на происходящее так же фиолетово, как и мне. Формально только Курапика тут сбоку припеку, ведь опять хочет вернуть пару алых глаз, которые у четвертого принца, а в процессе решает защитить другого малолетнего отпрыска. Что выглядит не особо значимым после прошлых ставок и выпило 500 000 человек арку назад, включая таких же мимимишных детишек. Разве не разумнее было запилить историю про Леорио? К чему этот ремейк арки Рёдан, где Курапика опять охранник, который хочет вернуть глаза, а рядом ошиваются пауки? Притом на деле он просто сидит на территории своего подопечного и уныло дрочит, не принимая никакого активного участия в происходящем, так и не встретив четвертого принца в рамках вышедших глав. С другими старыми персонажами, представленными к борцунам в виде охранников, аналогично. Они вроде бы есть, но их участие в сюжете чисто символическое. Исключение — это Рёдан. Только вот их цель — найти Хисоку, а пока суть до дела они ввязываются в эти унылые срачики принцев, отчего на происходящее неизменно плевать с высокой колокольни. Впрочем, битым жизнью фанатам Хантера не привыкать к отсутствию нормальной мотивации и вовлечения в происходящее. Вот только пиздецом и головного мозга к этой арке пустила метастазы по самые помидоры. Что вы там говорите? Читатели жаловались, дескать, слишком много ненужных муравьев? «Подержите мое пиво!» — заявил автор и вкорячил не пару десятков лишних персонажей, а пару сотен, при пока вдвое меньшем объеме. Если вы слушаете фоном, рекомендую обратить внимание на экран для пущей наглядности. Все же каждого по имени перечислить не получится. Итого, мы имеем больше 3 десятков героев из предыдущих арок, вроде Курапики, Бискет, Ханза, 2 дюжин членов Рёдан и Зодиака. К ним еще до старта королевской битвы досыпаем 10 членов компашки сына Нетера, плюс 5 работающих с ними вояк. И еще 6-7 членов Совета по морскому регулированию. Как же мы без них обойдемся? Набирается уже больше 50 персонажей, хоть арка толком не началась. На корабле нас ждет король и 14 принцев. Приблизительно 65 рыл. А не дофига ли, спросите вы? Да я только начал. Есть еще королевы, это 8 персонажей. Самая же мякотка, что у каждого принца и принцессы в среднем по 10-15 охранников и служанок. Посчитать, сколько из них реально показано, сложно, но на экране появляются те, кто удостоился отдельной таблички с именем. А ее получали далеко не все. Однако на этом список действующих лиц не заканчивается. Еще есть 3 мафиозных клана, у которых тоже навалом своих членов. Особенно у незаконной дочери короля, которая способна даровать Нэн 22 гаврикам. И да, их всех представили. А одной выделили целых 4 главы на вербовку. Кстати, это последние главы на момент выхода ролика. И кто я такой, чтобы сомневаться в важности этого левого персонажа? Также присутствует главный судья и всякие ведущие на корабле, рандомы, выдающие экспозицию в ток-шоу на ТВ и прочая шелупонь. На добивочку вспомним 14 стендов, словно сошедших со страниц Берсерка, у каждого принца, которые тоже вроде как разумны и могут говорить. Итого 2-3, а может и все 4 сотни персонажей. Не уверен, что кто-то кроме самого автора во всей этой каше разобрался. Я попытался, но вряд ли это возможно чисто технически. Помните, как я рассказывал, что хотя бы половина муравьев кое-как запоминалась? Дело в том, что они сильно отличались визуально. Спутать коалу, волка, паука, пингвина и черепаху довольно проблематично, даже если ты не запомнил их по именам. Но совсем другой калинкор, когда речь идет о сотнях хуманов, при часто не самых выразительных дизайнах и плавающей рисовке. Даже каноничные персонажи в рамках одной главы могут изображаться ни черта не похожими на самих себя.
Что уж говорить об арке, размазанной на целую декаду. Ты просто не понимаешь, это тот же самый персонаж его перекосоебило, или какой-то другой из сотен статистов. Нет, конечно, 5-10 новичков имеют выразительные дизайны, способности, истории и так далее, от чего запоминаются. Кое-какой скилл автор еще не пропил, но остальные сливаются в единую черно-белую кляксу. Уже одно это способно поставить крест даже на интересной сюжетной арке, тогда как вместо нее мы имеем очередной филлер, непонятно для кого созданный. Но истинная глубина падения Хантера в том, что главная проблема королевской битвы даже не в этом, а в какой-то запредельной графомании. Вы посмотрите на экран, это точно похоже на мангу? Только не надо вертеться как ужи на сковородке и рассказывать, что бесконечные полотнища — это даже хорошо. А те, кто не согласен, это школьники, которым только подавай экшончик. В так-то подростковой манге. Собака зарыта не просто в том, что много букв, а в том, во что эти буквы складываются. На страницах вы почти не встретите интересных непрямых диалогов, выстроенных на принципе сюжетного конфликта. В Хантере нет художественных описаний, как в качественной книге, где подобным заменяют иллюстрации. И в целом высокого слога, что нормально для манги, где часто говорят короткими слоганами. Однако до 90% местной писанины — это кондовая экспозиция. Тебе постоянно нудно что-то объясняют. Притом это почти всегда ненужная в моменте информация, не способная вызвать возбуждение ни у кого, кроме лороведов. При условии, что уж чем-чем, а стройно продуманным миром Хантер никогда не славился. Тебе расскажут про структуру Совета морского регулирования, про политику 5 главных держав, про карту мира, про корабль, на котором они плывут, а позже поведают, куда там стекают отходы от пассажиров, про потрясающие иммиграционные планы, про намерения ассоциации, новый экзамен на охотника, задачи и образ мышления крысы Куна. Все это проговаривают напрямую, словно дают сухую выжимку для очень объемного экзамена. Боже, ты заткнешься когда-нибудь! Дай мне веревку и кусок мыла! Я повешусь нахер! И почти все упомянутое вошло в первые несколько глав. А дальше ровно в том же ключе. Экспозиция на экспозиции сидит и экспозиции погоняет. Читая эту арку, возникает лишь одно желание — пролистать до сути, до действия, которого в ней толком нет. Я так понимаю, автор из-за проблем со здоровьем хотел впихнуть побольше информации в редко выходящие главы, но добился результата прямо противоположного желаемому. Вместо динамики первых арок, с быстро сменяющимися событиями и простором для фантазии, чем пользовались экранизаторы, получился монолог вагины Слоупока, где куча сторон, персонажей, организаций и ненужных деталей. Вроде истории о фонде для семей погибших солдат и бла-бла-бла, после чего ты еще 10 лет не видишь этих солдат на страницах манги. Нахера ты мне про это рассказал? На кой мне знать способности Нэн у сотни персонажей, если полноценный бой был всего один между Хисокой и Куроро, и тот сплошное разочарование? Казалось бы, это должно было стать одним из главных событий манги. Я устал ждать! 12 лет ждал! В Азкабане! И визуально оно является отдушиной, ведь нарисовано много движухи. Но что же произошло по сути? Читатели, которых мучил вопрос, как же Хисока со своей далеко не самой сильной способностью рассчитывает победить, если оппонент о ней осведомлен, а сам имеет ВОЗ и маленькую тележку перков? Получил простой и даже логичный ответ. Никак! Хисока, не способный ничего противопоставить паре далеко не самых имбовых навыков, тупо отсосал с проглотом. Однако отдал приказ жвачке попробовать себя реанимировать. Воскрес и стал сильнее, ведь Нэн после смерти прокачивается. Бездарно слил пару членов Рёданс за кадром, и с тех пор не произошло ничего определенного. А вы что, думали, харизматичный Хисока припрятал пару тузов в рукаве и провернет потрясающий трюк, обманув всех и вся? Держите карман шире. Оказывается, пара десятков Нэн-марионеток с поясами смертников способны его вальнуть. И в чем заключался его план? Я похож на человека, у которого есть план. Я знаешь кто? Я пес, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал.
Так что я просто делаю и все. Курора даже не пришлось расчехлять ни одной по-настоящему сильной способности. При этом графомания проявлялась даже тут, и все эти объяснения про его каст спеллов по-македонски был довольно путанным. Хоть на сражении это никак не отражалось, и он юзал одно и то же. Но я верю, что ждуны 80 уровня без труда осилят еще 20 лет ангоинга и насладятся тем самым настоящим сражением Хисоки и Куроро. Еще более грандиозным разочарованием стали флешбеки с предысторией Рёдан. Отдам должное, сама по себе история про сирот, живущих на свалке и делающих совместно озвучку сериала для других детишек, весьма занимательна в отрыве от контекста. Как и многие способности новых персонажей и прочие фишки, которые автору порой удаются. А деталь с тем, что кассету показали еще в арке Рёдан, как и упоминание, что Нэн после смерти становится сильнее, это здорово и намекает на некоторое планирование наперед. Хоть без лупы все это заметить сложно. Ведь в промежутке шла арка муравьев на 140 глав. Загвоздка в том, что данный Origin на корню рушит весь образ Рёдана. Кем они предстали изначально? Группой сверхсильных фанатиков, готовых умереть за свои цели, не щадящих ничью жизнь, кроме членов своей группы, и принимающих к себе новых выдающихся кандидатов, если старые выбывают. Как же они стали такими могущественными? Что ими движет? Почему они так безжалостно вырезали поселение Курапики, но делают вид, что у них какая-то великая миссия, и нас пытаются заставить им сопереживать? Может, они человечество собрались спасти и готовы пожертвовать собой и другими ради этой великой миссии? Или автор придумает что-то получше? Все же у него было на это 20 лет. На ум сразу приходит план с Муген Цукиёми из Наруто, где была похожая организация. Вкупе с кланом обладателей особых глаз, которые вырезали, но потом обнаружилось, что для этого имелись причины. Наверняка и тут есть подводные камни, пока скрытые от глаз читателей. Но ничего подобного. У автора свой особый путь. Из флешбеков мы выяснили, что маньяки зверски убили их подругу, ведь правительством плевать на жителей Метеор-Сити. Сам же гениальный план, который придумали эти малолетние долбоёбы, создать незаконный сайт на территории Метеор-Сити, чтобы злодеи выложили видео с убийством, ведь оно у них точно есть, и так их отследить. За это время они подкачаются, а потом сами станут злодеями, чтобы все их боялись и больше никого не убивали в Метеор-Сити. Что, как мы помним, не слишком-то работало в арке муравьев. Чего, блять? Ты это на серьезных щах написал? Подобное бы работало, если Рёдан стали кем-то вроде коллективного карателя и убивали преступников, чтобы их боялись. Но они глаза повыдирали у племени Курапики, буквально сделав то же самое, что с их подругой. И ладно бы это была история о том, как, выступив на скользкий путь насилия с благими намерениями, они в итоге пали во тьму и растеряли всю человечность. Напротив, автор упорно пытается нас убедить, что они хорошие и им надо сопереживать. То есть реально, Покунода или Нобунага ложками выковыривали глаза старикам и детям с вот такими мотивами? Извините, но я правда хочу устроить перекличку тех упоротых фанатов, что спустя 20 лет ожиданий схавали вот это и попросили добавки. Ну ничего, может к 2050 году завезут редконы, которые все поставят на свои места. Надо лишь немножечко подождать. Притом внятное объяснение, как они всем скопом стали такими сильными пользователями Нэн, отсутствуют. Просто захотели и все. Хоть Нэн вроде как тайна, и даже мафия со всего мира с их индзю даже близко не валялись. Видимо, ни у кого в мире, кроме них, родных не убивали. На фоне этого даже как-то неприлично вставлять запланированный блок жалоб про батю мудака, что засыпал деньгами членов группы сынка Нетера, дабы они считали его вторым по старшинству. Вот это да, вот это многоходовочка. Особенно паскудно это смотрится, если вспомнить предысторию и мотивацию Леорио, который хотел стать охотником и врачом, чтобы спасать людей. Ведь деньги — это чьи-то жизни. В качестве отмазки там есть один персонаж, который на все подписался, как раз собирая на лечение сестры. Но суть остается прежней.
Батя-мудак, имея кучу ресурсов и возможностей, тратит их непонятно на что, когда нам постоянно толдычат, как в мире Хантера процветает социальное расслоение. Но, видимо, это все сказки для дефективных детей, про плохое правительство и зажравшихся богачей. Если батя сам один из этих богачей, то ему можно. Понимаете, он как Мартин Лютер Кинг. У него есть мечта. Только в чем она заключается, нам не скажут. А когда и если это случится, то, я уверен, фанатам опять проведут шершавым по губам. Как и в случае с Рёдан. Полноценные итоги по арке подвести не получится, ведь та завершена в лучшем случае наполовину. И запомните этот твит, дальше будет хуже. Наверняка в конце всех принцев воскресят в той комнате с гробами. Они обнимутся, а куча погибшего вокруг народу будет забыта. Мы уже что-то подобное проходили. Для меня на этом Хантер окончательно мертв. Я не получил от арки Королевской битвы ни крупицы удовольствия и прочитал исключительно для ролика. Спасибо всем достойным господам, что оставались спонсорами на Бусти в ожидании этого долгостроя. С нами Бог, и помните ни слова про Боку но Пико, ни слова про Боку но Пико. И помните ни слова про Боку но Пико, ни слова про Боку но Пико. И помните ни слова про Боку но Пико, ни слова про Боку но Пико. И помните ни слова про Боку но Пико, ни слова про Боку но Пико. И помните ни слова про Боку но Пико, Боку но Пико, ни слова про Боку но Пико, Боку но Пико. И помните ни слова про Боку но Пико, Боку но Пико, ни слова про Боку но Пико, Боку но Пико.